Спасибо. Спасибо. Так. Как сейчас слышно? Я не оглушаю вас? Нет, наверное, оглушаю. Чуть, наверное, дальше. Потому что мне надо будет наклониться. А вот так, как последние ряды, хорошо слышно? Как я и обещала вам, значит, снова мы встречаемся по вашей просьбе. Правда, я не собиралась делать лекцию на этот раз. Я хотела просто приехать на 2 дня. И получилось так, что я приехала и задержалась, вот уже больше месяца я здесь в Ленинграде. Большие вообще такие сложности на границе. А у меня одно только гражданство российское. Не знаешь, как теперь въехать, как выехать. В общем, очень все сложно. Да, я бы не прочь, но, вы знаете, там ведь квартира, прописка. В следующий раз я уже не знаю, когда смогу с вами встретиться. Возможно, через год. Но в 96-м году, наверное, обязательно. Потому что я должна кое-какие вещи вам сообщить. По крайней мере, хотя бы, чтобы вы правильно голосовали за какую-то партию, за какого-то лидера. Вы сейчас на распутье, и, в общем-то, глаза разбежались. Так много новых партий, много старых. В общем, не разберешься. Как я вам уже говорила, что Христ здесь. В то время, когда я вам говорила, он действительно был в Москве. Сейчас он уже не в Москве. Сейчас он в Сибири. Вот. Ну, а кто очень смышленый, кто такой, более сообразительный, кое-что поймет из моей 5-й части книги, которая вот-вот выходит. Она будет через месяц готова и будет уже продаваться в магазинах у вас в городе. Книга посвящена в основном теме расшифровка пророчеств Нострадамуса. Я вам открываю все тайны, которые вообще-то волновали и раньше мучили всех. Правда, у Нострадамуса там больше 1000 катренов. У меня расшифровано только 517 катренов. Но другие и нет смысла расшифровывать. Они либо повторяются, либо сугубо личностные, которые относятся чисто к пророкам, к их деятельности, дают такие ориентиры. В частности, очень много там катренов посвящено мне, как я уже говорила вам, они затрагивают и мои дороги, пути, и личную жизнь, и даже рождение. Там уже раньше знали, кто будет расшифровывать этого пророка, кому это будет адресовано, кому это предстоит сделать. По Нострадамусу вы знаете, что все пророчества его изготовлены до 3797 года. Это шифр. На самом деле нет таких пророчеств, которые бы были дальше 2000 года. Притом к 2000 году относятся всего 2-3 катрена. Все остальное лежит в промежутке между 22 годом нашего столетия и 97 годом тоже нашего столетия включительно. Просто цифры закодированы. И никто об этом не знал. Притом, если у Нострадамуса дата из 4-значного числа, следует взять только 2 цифры. Притом, учитывая что еще вдобавок, что эти цифры перевертыши. Все пророчества относятся в основном на 99% к России, к ее территории и к окружным республикам. Притом, к окружным республикам очень мало катренов.
Но из окружных территорий больше всего Катрину посвящено Прибалтике. Естественно, потому что вы уже знаете, что в Прибалтике будет Едемский сад. Но перед этим событием и этой эпохой там произойдет крупная катастрофа. Очень глобального характера, что вся эта территория уйдет под воду. Притом под воду уйдет каждый город и каждый поселок, вплоть до границ Ленинградской области. И нижняя граница южная – это будет Балтийск, город Калининградской области. Население будет предупреждаться, потом будет эвакуироваться. Кто этого не захочет, тот уйдет под воду. Потом земля поднимется, и Едемский сад будет на чистой территории, чтобы потом не упрекали эти народы, что вот они настроили дома, дороги, а пришлось уходить. Поэтому все будет начато, что там будет дальше, все будет начато с пустого места. Вот Эстония уже получает второе сейчас предупреждение. Первое предупреждение было год назад, это была очень сильная гроза в городе, где стоял сплошной столб огненный и била в течение примерно 3, наверное, часов, буквально не переставая молния. Были повреждены очень многие электропередачи, там линии и так далее, подстанции. Второе предупреждение, вот было недавно, потонул паром «Эстония». Это второе предупреждение для этих народов. По Нострадамусу они идут как ужасные белые, то есть расисты. Ужасные белые по Нострадамусу – это расисты. Я буду все эти катрины расшифровывать вам. Ничего не будет голословного. Все будет подтверждено. 3 вот этих лекции будут все разные. Конечно, я не все катрины смогу вам дать и расшифровать. Схвачу основные, но все вопросы, которые вас будут интересовать вообще и интересуют, они будут освещены. Вплоть до небольших таких даже мелких деталей. Ну, таких, как, например, бой у Белого дома и у Останкина. Ну, конечно, это не мелкие детали, но я уже говорю. Тем не менее, это событие все-таки 2 дней, не такое большое по времени. Почему именно я буду расшифровывать Нострадамуса? Много было в этом направлении открывателей. Но, тем не менее, после моей книги вы уже не станете читать их книги. Я не хвалюсь, но вы сами поймете, в чем дело и почему, в чем разница. Ключи простые у Нострадамуса, очень простые. Этот шифр мог взять буквально каждый человек. Но, видимо, все-таки была эта тема не взята. Правда, примерно 2 или 3 катрена расшифрованы правильно, но наполовину. Почему я расшифровывать должна это пророчество? И каковы мои реквизиты? Они есть в шифровках. Дальше по лекции я буду касаться, их буду называть. Но, в частности, например, вот мой год рождения и дата моего рождения есть. Нострадамус посвящает свое последнее, послание к сыну, завещание, вернее, к сыну, и подписывает даты 1 марта 1555 года. Никто не подумал, что это может влиять, что это является ключом к шифру. И сказано, что еще по Нострадамусу, что он говорит, что все мои пророчества лежат в моих внутренностях, сосредоточены в моих внутренностях. Да, первое имя Нострадамус имел Нотре-Даме. Его отец вначале жил в Италии, и их семья была Нотре-Даме. Затем отец переходил в католическую веру,
и на латинский манер ему дали уже Нострадамус, фамилию вот эту. А вначале Нотре-Даме, что означает на старославянском языке Нотре – внутренности, сердцевина, сердце, тайна, сокровенные, в общем, какие-то сокровенные вещи. И дамы, только прочитайте с другим ударением, даме, то есть тайны даме принадлежат. Поставьте только тире. Так вот, отнимите год 3797, год последний, по которому даются эти пророчества, и год 1555, днем, когда было написано вот это посвящение его сыну. Вы получите цифру 2242 год, два года. Работают только две цифры, две другие не работают. 42 – это год моего рождения. Дальше, послание подписано 1 марта 1555 годом. На самом деле, мое день рождения 1 марта. В книге в первой части была неправильная дата. 3 марта было неправильно. Там мы поговорили в то время с редакцией, и решено было немножко изменить день рождения, дату рождения. На самом деле, если кто такой, в общем-то, дотошный, может обратиться в Росовское бюро ЗАГС Смоленской области и узнать. Моя дата рождения 1 марта 1942 года. Мишель, когда умер, его похоронили вначале в церкви Святой Марии. Затем он там был несколько десятков лет, стену взломали, вытащили, значит, вот его останки. Нужно же было посмотреть, ведь он же говорил, что ключ к разгадке его пророчеств лежит в его внутренностях. Так вот, эти внутренности решили исследовать, и ничего такого не нашли, кроме костей. В общем, кости разбросали, и позднее, значит, все останки были собраны, и снова он был похоронен, уже не в стене, а в церкви уже святого Лаврентия. Уже у меня фамилия наследная от этой церкви. И по моей родословной линии, по глубокой древности, мой род в какой-то степени имеет отношение к церквям с таким названием. И Лавры, и Лаврентий и так далее. Я не случайно тоже сейчас имею эту фамилию. И поскольку ключ сосредоточен во внутренностях Нострадамуса, и это посвящено даме, то мужчина, разумеется, не мог этого взять. И почему еще ни один мужчина не мог фактически и расшифровывать эти вещи? Почему этот ключ никому не давался? Каким образом были переданы Нострадамусу вот эти пророчества? Как они получились? Ведь здесь большой, огромный закодированный материал. Относится к нашему времени, к нашей территории. Что было, значит, в потустороннем мире? Прогнозирующий центр цивилизации Ной решил произвести такой опыт. Прогнозирующий центр. Это очень точный центр. Притом это самая высокая ступень иерархии. Самая высокая ступень иерархии промежуточного мира. Произвели, значит, такой опыт. Они сделали конкурс. Пригласили на участие в этом конкурсе представителей только одного женского пола от научных центров, от многих научных центров. Кто согласился, тот приехал. И, значит, там были устроены такие вот состязания такого, значит, направления. Во-первых, значит, они все размещались в разных кабинетах, не в одном зале. Притом хождение всякое запрещалось. Там они, наверное, в общем, где-то несколько примерно дней эти длились, ну вот вообще-то вот этот конкурс.
участникам предлагались смонтированные картинки, схематические картинки, схема какого-то события, вот нашего этого времени, смонтированная картинка. Если речь шла о каком-то лидере, опять-таки давалась его картинка, схемка, набросок, схематичный. Вот, например, если многие видят по видению Бога, там вот он дает свое изображение, опять-таки это схема, это не настоящее лицо. Там борода, это бразды правления идут, усы, это идеологическая направленность, говорит, допустим, что это идеолог, ну и так далее. Значит, возраст говорит там, значит, о далеком таком, ну, уже глубоком древнем происхождении и так далее. Но здесь были даны вот такие вот монтажные картинки каждому, и каждый участник должен был еще с этой схемы еще сделать свою схему зарисовку, модель. И вот эти модели уже тоже зашифрованные. Если они проходили, значит, вот председательскую комиссию, значит, проходили, была очень жесткая такая, очень строгая комиссия, анализ всех вот этих шифровок. И если было добро, если оценка была удовлетворительная, то, естественно, значит, они были уже отобраны. Для чего? Для дальнейшей передачи вот этих картинок на землю к нам. Был отобран для этой цели и Нострадамус, опять-таки по конкурсу. В тот момент, в те года, все люди планеты проходили вот этот конкурс нашего земного плана на право получить вот эту информацию. Выиграл Нострадамус. Так вот, почему выиграл Нострадамус? Потому что это был человек очень скрупулезный такой, очень вежливый в обращении с тем материалом, который ему поступал. Он сам не допускал вольного трактования и извращения этих, значит, документов, которые ему давались. Далее, он скрупулезно все это, значит, мог, во-первых, изложить в очень кратком таком, значит, объеме и даже выдать это в стихах. После того, как был закончен конкурс, многие, значит, участники вот этого конкурса посчитали, что это, в общем-то, легкая работа. И не досидели даже до конца, там очень быстро все это сделали и ушли. И вот только лишь коллектив, женский коллектив от научного центра НОЙ, то есть от Шамбалы, она идет под названием Вече. До самого последнего еще оттачивали, шифровали, полировали, еще раз проверяли несколько раз свою работу. И вот они сдавали свою работу по последнему требованию уже, по последнему году, к нему даже уже пришли. Тут же буквально после этого события в потустороннем мире до этого докопались поэты, писатели, работники Пегаса. И Пушкин уже, когда вышел сюда, вот в этой сказке «Три девицы», вот там, где о царе Султане, да, вот он уже пишет «Три девицы под окном, пряли поздно вечерком» и так далее. Вы все эту сказку знаете. Вот, так вот, «Три девицы», это, значит, примерно в целом, значит, это шифровался коллектив, вот этот вот, который монтировал вот эти вот передатчики, схемки свои. И две части из них, они, в общем-то, смонтировали очень плохо. Все. И только один коллектив от Вечи сделал работу очень добросовестно.
Ну, конечно, это не значит, что, значит, ну, от тех тоже были переданы сюда работы, но качество их очень плохое. Притом, чтобы их расшифровать, чтобы их Катрены сейчас недостаточно даже вот этого, как-то вот этого ключа. Трудно было взять, во-первых, эти Катрены переводчикам. Очень трудно было. Они не были конкретные, не были привязаны к какому-то ориентиру. А для того, чтобы вообще точно передать схему и чтобы сейчас воспроизвести это событие, его в точности, значит, никуда, ни к какому столетию не притянуть, а только вот к данному этому вот какому-то событию, нужно было очень умно пользоваться этим ключом. Что могла сделать только вот женская команда из Вечи. Правда, Катрены и от других тоже идут. Но опять-таки смысл многий вот у них противоположный. И поэтому, в общем-то, исследователи не зря подметили такую деталь у Катренов, что некоторые Катрены противоречат друг другу. Да, ведь монтировали эти картинки разные участники с разным мировоззрением. Поясам разным предлагалось принять участие. Разной иерархии, понимаете? Только лишь высшая иерархия поняла, в чем дело. Правильно привязала, и правильно их Катрены вообще легко берутся. Но вот по поводу то, что не каждый может заниматься стихами Нострадамуса, писал сам Нострадамус. Он говорил сразу же, что может расшифровкой Катрена заниматься только тот человек, кому будут даны ключи, кому позволят небеса. Правильно, потому что остальные ошибутся. Остальные уйдут не в ту степь. Притом, расшифровать эти Катрены, опять-таки, вот эти участники не все могут, которые даже там это все делали, они не могут все расшифровать свои собственные Катрены. Почему? Потому что не привязали свои вот эти вот модели к определенным ориентирам. Они остались как бы висеть в воздухе, туда-сюда. Лишь только Веча правильно, красиво и грамотно это сделала. Вот стих, который говорит, что не может любой человек заниматься этим, вот этот, например. Читающий эти стихи испытай себе тщательно. Профаны и простолюдины не должны ими заниматься. Ну что значит профаны и простолюдины? Разумеется, простолюдин не в смысле того, что это человек из народа, а человек невысокого интеллекта, с низменными чувствами. Здесь вот в этом понятии все говорится. Прочь астрологи, невежды, варвары. Упрямствующий пусть будет предан справедливой анафеме. Астрологам нельзя подходить. Зря так многие астрологи бросились эти пророчества исследовать. Ни один астролог к ним не может быть подпущен. Во-первых, астрологический центр весь в потустороннем мире невысокого ранга, невысокого уровня, и дает своих профессионалов сюда без каких бы то ни было настоящих знаний. Нет этой фундаментальной истинной основы. Это все гадание на кофейной гуще. Вы уже убедились, когда читали, наверное, пророчество Глобы. Там уже Ельцин так вообще должен, я не знаю, когда умереть уже. Как он еще вообще живет? У Нострадамуса хорошо показан рай, хорошо показан ад, хорошо показаны лидеры той и другой стороны. Вот я буду вам это все читать. События, очень многие, очень хорошо в точности показаны. И показано то, что
знания вот эти по Нострадамусу тоже дойдут только до тех людей, которым положено это знать. Вот те книги, которые я пишу, они не каждым будут приняты, но вы и не каждому втолкнете эту книгу. Он ее не возьмет. Он также он не возьмет мои расшифровки Нострадамуса. Чтобы вы какие бы вы усилия дома не прикладывали к своему мужу или жене, ему не положено это знать. Не выворачивайтесь наизнанку. Очень многие люди не будут подпущены к этим знаниям. Они будут окружены со всех сторон. И от того, что у вас человек там в родне, ваш муж или сестра или брат, отмахиваются от этого, не пытайтесь расстраиваться. Ему не положено это знать. Они будут ограждены. Когда будет даже дан рецепт на бессмертие, они будут не знать его. Все что угодно будет стоять вот этим барьером, вот этой вот неприемлемой стеной, через которую они перешагнуть не смогут. Только тот и мою книгу будет знать, и все вот эти расшифровки, и поймет их, и до него дойдет только тот, кто будет подпущен к этому, но никто другой. Не думайте, что это легко будет каждому что-то вот взял, да он просто не сможет даже прочесть. Очень многие люди читают и не понимают, но совершенно не понимают, что написано. Я многим давала людям, вот своим знакомым, они или засыпают, или отвлекают их, или совершенно ничего не понимают. Несмотря на образование, несмотря на там высокие знания, а другой человек совершенно простой, он буквально идет, у него все идет как по маслу. Катрин 2:27. Слово Божие с небес проклинается и не может распространяться более. Тайна откровения настолько запечатана, что можно наступать на нее любым образом. То есть подходите к Нострадамусу с какой угодно стороны. Наступайте, как вы только хотите. Бесполезно. Пусть будет там несколько ученых степеней. Бессмысленно. Наступать можно как угодно. Хотя Нострадамус очень легко зашифрован. Удивительно легко. Когда я буду сейчас читать, вы в этом убедитесь. Но ключ почти такой же, как ключ к Библии, как ключ к сказкам, к мифологии, к Нострадамусу. Он один и тот же, хотя и очень разнообразный. Божественным глаголом с неба будет поражен тот, кто не сможет больше двигаться вперед. От отступающего будет скрыт секрет, его окружат со всех сторон. Ему не дадут подойти к этим знаниям. И даже если он прочтет, он ничего не будет понимать, на завтра он все забудет. Это будет все отброшено. Каким образом Нострадамусу передавались вот эти вот знания все? Во-первых, вот все пророчества, которые были отобраны комиссией, которые получили удовлетворительную оценку, они передавались транзитом ему через телепатический канал связи. Но транзитом через зеркало. Ему буквально напрямую давалась картинка-монтаж. Зеркало, значит, он писал себе, списывал вот эту картинку, а затем ее уже потом в свободное время переводил на стихи. Его самый первый Катрин. «Я сижу ночью один в тайном кабинете, опершись на медную подставку». Опять-таки, он опирается на медную подставку, но сейчас идет медный век. Вот эта поговорка «пройти огонь, воды и медные трубы» относится именно к нашему времени сейчас. Медные трубы – это
дороги пути медного века. Все перипетии, все взлеты, все падения, все тупики, проходы, это все медные трубы этого медного века. Пройти вот эти медные трубы означает вырваться через эти ворота этого медного века. Дальше в серебряный. Но фактически дальше идет бронзовый, серебряный и золотой век. Кто-то пойдет, кто пройдет эти медные трубы, пойдет в бронзовый век. Но это выше все будет медного века. Кто-то пойдет в серебряный век, кто-то в золотой. Золотой век – это Эдемский сад. Туда пойдут, конечно, маститы и ученые. Кто-то, в основном центральная Россия, европейская ее часть, пойдет на серебряную эпоху. Сибирь пойдет на эпоху бронзового века. Но и то, и другое, в общем-то, это будет великое все равно счастье. Даже если кто-то проходит только на бронзовый век. Да. Но я вам уже сказала на эту тему, что будут идти дальше 3 века, потому что не все люди на одинаковой ступени развития. Мы даже по возрасту не все одинаковые. Есть ученые-маститы с большой массой разумной плазмы, и есть люди совсем молодые, но, однако, их интеллект, положительный интеллект, достаточно высокий. Сразу же второй Катрен посвящается Иисусу Христу. Сразу же второй Катрен. Вот каким образом здесь сказано об этом. Из множества ветвей он выбирает ту, что станет жезлом. Жезл это, естественно, значит, даются владыке. И ноги человека, и край звезды он равно омывает волной. Иисус вымыл ноги своим ученикам. Вот этот, значит, случай, он как раз вот здесь затронут. Вот и ноги человека, и край звезды. Почему край звезды? Вот сейчас показывают по телевидению картинку. Месяц, лунный месяц, а внутри профиль человека, профиль мужчины. Так вот, это шифр. Во-первых, луна, месяц – это эмблема идеологического центра рая. А внутри, как бы по срезу, образ человека. Это говорит о том, что это планета обитаемая, Земля. И вот этот срез внутри, как раз он говорит о том, что общество на этой планете – общество белкового типа. Потому что облик человека, он напоминает не образ эфирного человека, а именно образ человека белкового типа. И видите, во-первых, значит, об Иисусе. И ноги человека, и край звезды. То есть этот человек равно относится к любому и божеству, и буквально любому человеку из простого народа. Его взволнованный голос дрожит над рукавами рек. Над рукавами рек. Реки народы. Значит, он выше, он правитель этих народов. Голос дрожит, он призывает, зовет. Это ориентир, это лидер, это вождь. Божественное величие, благодать снисходит на него. То есть он под покровительством космических законов. Но под покровительством Бога. Давайте будем говорить, я сразу скажу, что Бог не есть личность, нет такого человека, который бы наделялся таким именем. Под Богом кодируются космические законы.
И по всей Библии там зашифрованы эти именно космические законы. Специалисты духовного плана, учителя. Третий Катрен из первой же центурии относится к революции 17 года. Я сказала, что, значит, Катрены все идут с 22 года, но я забыла сказать о том, что несколько Катренов, их очень немного. Там примерно всего около десятка или 15, даже около 10. Идет лишь как напоминание о прошлом, как бы просто воспоминание и подработка под этот материал, который вот дают другие Катрены, как бы напоминание. Так вот, этот Катрен напоминает о революции 17 года, когда вихрь перевернет носилки, и станут друг против друга те, кто закутан плащом. Республика будет потревожена новыми людьми. Тогда белых нельзя будет отличить от красных. Вихрь – это революция 17 года. Все сметается на своем пути. Вихрь, опять-таки, это спираль, это подъем на новый виток, который смывает все старое, и на этом старом идет строительство нового. И станут друг против друга те, кто закутан плащом. Кто закутан плащом? И кто эти люди, которые становятся друг против друга, то есть начинают воевать? Это силы райской цивилизации и силы подземной цивилизации. Но какие силы? Оперативные силы, очень активные. С одной стороны, это оперативный Галгал, общество райской цивилизации. Вот помните, по Библии там, значит, есть город Галгал в Израиле. Так вот, в этом городе ставил стан свой Иисус Навин. Так вот, Галгал – это в переводе с еврейского «вихрь». Вихрь – это как раз и есть вот это общество, которое закручивает буквально все ситуации. И революции. И идет от этого общества исходит всегда любой прорыв. Идет борьба за освобождение, за независимость, борьба против колониализма, против рабства. Все идет, вначале закручивается вот этот вот центр Галгал. Он идет под именем Вихрь, под названием Вихрь. Второй центр – это Галгал Нижнего Аида. Аид – это ад. Так вот, самый первый пояс Нижнего Аида имеет вот там вот этот центр. Тоже Галгал, только нижний. Их Галгал. В первом поясе Аида не думайте, что там глупое население. Нет, там как раз по мифологии сосредоточены основные силы подземной цивилизации. Их лидеры, их руководители, их вожди. По мифологии, значит, идут титаны Аида. Так вот, эти титаны Аида, это этот же Гитлер, этот же Сталин, этот же Муссолини. Притом, значит, по мифологии сказано, что титаны Аида настолько сильны, что боги не всегда с ними справлялись. Даже боги Олимпа боялись их. И в последней схватке под конец времени, боги Олимпа победили только лишь потому, что им пришли на помощь старукие и панноны. А панноны – это население пятого пояса Аида, пятого пояса ада. Это большое население, но это уже население, которое не идет назад по развитию, а идет вверх по развитию. По Нострадамусу они часто идут как панноны, вот идут под божеством Пана. Дальше они иногда называются Испанией. Вот Испания по расшифровке это даже в переводе с испанского Испания подъем.
Так вот, этот пятый пояс Аида, оно фактически идет на подъеме. Именно оно в это последнее время, когда здесь в Союзе сосредоточены в основном силы подземной цивилизации, в основном народ, берут сторону рая. И только лишь с их помощью фактически рай побеждает. Если не приходит на помощь этот пояс, просто бессмысленно вся эта, в общем-то, борьба и всякое движение к этому космическому веку, к 97 году. Республика будет потревожена новыми людьми. Тогда белых нельзя будет отличить от красных. Это было так в революции 17 года, потому что силы антимира тоже закутаны плащом идут. Во-первых, рай не показывает, кто он, силы рая. Революционеры и марксисты не показали, кто они. Они не раскрылись, что это были силы райской цивилизации. Не сказали об этом ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, ни его сторонники. Тоже были закутаны плащом. Не положено было. И силы антимира, антихрист Сталин, его сторонники и его группа прорыва, которая вошла в ленинский стан, подмешалась под настоящих красных, прорвалась в их лагерь и захватила лидирующие посты, тоже была закутана плащом. Притом это был тоже ход троянского коня. Сейчас рай делает ход конем, тогда делали ход конем они. В ленинский стан прошла большая группа лидеров из подземной цивилизации, которые перекрутили буквально все на свою сторону, внедрились в эти ряды и затем завоевали власть. Так вот, белых нельзя отличить от красных. Такое было, что действительно нельзя. Они настолько перекрасились, они были по виду внешне, даже как бы на первый взгляд лучше, чем марксисты. И вроде бы работали оперативнее, активнее, и все это было на лозунгах, на словах, бросались красными этими флагами, не бросались, а поднимали эти флаги красные, ну и так далее. Вы понимаете, о чем речь. Сейчас очень много, вот все эти лидеры, которые шли всегда по истории, в числе первых, фактически и участвовали вот в этом состязании и войне, вот райские силы и силы Аида, они сейчас все здесь на территории России. Все эти, вместе с антихристом. Только антихрист уже не Сталин, потому что Сталин, во-первых, там остался и смещен он со своего поста, вместо него Гитлер бывший. Я потом буду давать Катрин даже расшифровку о том, когда он вышел к рождению. Вот. И почему, и через сколько месяцев. Катрин 1.5. Они будут изгнаны и начнут долгое сражение. Во всей стране будут все более притесняться. Города и поселки вступят в большой спор. Каркассон и Нарбонна подвергнутся испытаниям. Зашифровано время после революции 17 года. Они будут изгнаны и начнут долгое сражение. Во-первых, весь аристократический слой, прослойка вся та, значит, буржуазия, их сторонники, действительно были изгнаны. Был бег, был сильный бег. Они были, изгонялись со всех буквально российских земель и территорий. Сражения они начали потом действительно долго. Это обернулось интервенцией дальше. И фактически вот та даже война 41-45 года, она тоже была следствием вот этого же, опять-таки, последствием этого события. Города и поселки вступят в большой спор. Вот тогда, значит, деревня не хотела давать продукты в город. Город голодал.
Население не отдавало продовольствие. Очень много людей умерло с голоду. Ленин вводит НЭП. Вот всегда начинается экономическая блокада, когда, значит, нижние недовольны какими-то проявлениями в обществе, начинают, значит, тогда диктовать свои условия. Каким образом? Путем экономической блокады. Сейчас она имеет тоже опять-таки место. Так вот, Каркасон и Нарбонна подвергнутся испытаниям. Это общество третьего пояса Аида. Третьего пояса. Опять-таки, это не дураки. Это очень толковое население. Но в руках этого населения сосредоточены банки, заводы, торговые точки, склады, товарные базы. В их руках находится сырье, продовольствие и так далее, и так далее. Вот сейчас это население тоже это все